Друзья, привет всем, кто изучает русский язык с каналом Русторез. С вами, как всегда, Андрей, и сегодня я прочитаю вам рассказ от лица начинающего русского аниматора на турецком курорте. Что же это за профессия и какие в ней есть подводные камни? Давайте разбираться. Итак, поехали. В 2010 году я поехал отдыхать с друзьями в Турцию и почему-то обратил внимание на то, как аниматоры приветствуют гостей перед ужином, желая на разных языках доброго вечера и приятного аппетита. И мне так запало это в душу, что по приезду домой я и думать ни о чем не мог, кроме как о своем намерении ехать работать аниматором. Родители, конечно, были не в восторге. Я учился в университете, второй курс, серьезная специальность, а сезон начинается в апреле. Но в итоге я нашел турфирму и подписал с ней договор, заплатив даже какие-то деньги за устройство меня на работу. Не знаю, как я сумел договориться о досрочной сдаче экзаменов, но к началу мая я уже прилетел в Анталию, чтобы стать классным аниматором. Меня встречала в аэропорту ассистент шефа, и уже на следующий день я вышел на работу. Первое, что мне сказали: пойдем, будешь танцевать. Я так испугался, не умею. Но меня утешили. Нужно просто повторять за остальными. Я двигался, будто какой-то краб. Выглядело очень нелепо. Через пару недель приходилось танцевать уже 10-12 танцев. Рабочий день начинался в 9 утра, заканчивался либо в час ночи, либо в 4 утра. Если ты работаешь до 4, собирая утром пьяные тела гостей, то на работу можно выйти к 10. Иногда, если шеф в хорошем настроении. С утра собрание, распределение обязанностей до обеда. Кто будет вести гимнастику, кто дартс, кто волейбол. Девочки, работающие с детьми, сразу идут в мини-клуб и не участвуют в распределении дневных ролей. Провести гимнастику – это не просто прийти и сделать пару упражнений. Это пройти по пляжу, проорать на всех языках, что будет активити, подергать за ноги туристов и позвать их с собой, а потом позвать еще раз. Затем включить музыку, пройтись еще раз, всех позвать, провести гимнастику на 4 языках: русский, английский, немецкий и турецкий. Поставить на место столы и стулья. То же самое с другими активити. Тебе надо собрать максимум народу, все провести, поставить мебель на место и идти общаться с туристами до следующего мероприятия. Общение с туристами называется просто контакт. Ты садишься за столик к любым гостям и беседуешь с ними, пытаясь
вызвать позитив и улыбку. Нельзя рассказывать о своей жизни, расспрашивать об их жизни. Нельзя говорить о политике или интересоваться планами и целями отдыха. Короче, сидишь и просто несешь чушь, при этом стараясь быть максимально легким и позитивным. 5 минут на столик. Подсел, извинился, встал, пересел за соседний. Здравствуйте, я присяду? Спасибо. И понеслось. В обед репетиция вечернего шоу. Учим танцы, сценки. Все это под отборный арабский мат. Шеф араб из Туниса. Потом перерыв с 2 до 3. За этот перерыв нужно успеть покушать, отдохнуть и бежать на второе собрание в 15:00. Вторая половина дня – активити, репетиция вечернего шоу и подготовка декораций. Все декорации на сцене готовятся только аниматорами. Перед ужином несколько аниматоров стоят перед рестораном и желают гостям приятного аппетита. Вот он, мой звездный час, думал я, первые 15 минут. Прислоняться к стене нельзя, улыбаться можно. Громко желать приятного аппетита можно, слишком громко нельзя. В костюмах жарко, но нужно терпеть. Ты декорация, которая красиво улыбается и открывает рот. После очередного ужина с незнакомыми людьми бежишь на мини-диско, одевая на ходу смешной костюм клоуна, ковбоя, кого угодно, лишь бы детям было весело. Полчаса танцуешь с малышами, а потом бежишь по всей территории отеля, громко рассказывая о том, что через полчаса начнется вечернее шоу. Время начала всегда одно – 21:30. Но на моей памяти шоу ни разу не началось вовремя. Мы всегда ждали, пока соберется народ. Знаешь ли ты языки, никого не волнует. Хочешь работать – умей изъясняться. Я знал хорошо английский, немного немецкий. К концу первого сезона бегло говорил и на турецком, и на немецком. Умеешь ли ты танцевать, волнует всех. Я не умел. Мой живот не влезал в костюмы, а телодвижения были похожи на трясущееся желе. Приехал в апреле, было 108 килограмм. Уехал в сентябре, 74. Танцевать так и не научился, но старался. Всегда и везде нужно улыбаться. Плохо тебе, хорошо, неважно. Ты должен улыбаться. Все свои проблемы оставляешь за дверью спальни. Зато туристы офигенные. Были, конечно, фрики, но в основном ребята очень душевные. А немецкие пенсионеры вообще мои любимчики. Друзья, а какой отдых предпочитаете вы? Пассивный, когда все мероприятия заранее подготовлены организаторами? Или более активный, когда вы сами решаете, что, где и когда вы будете делать? Буду рад, если напишите ваше мнение в комментариях.
А если вы поставите лайк этому видео, то еще больше людей смогут его увидеть. Вы знаете, так устроен алгоритм YouTube. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!